Кораблекрушение большого автономного морозильного траулера «Дальний Восток». Крушение траулера «Дальний Восток» – морская катастрофа, произошедшая 2 апреля 2015 года около 4 часов 12 минут по сахалинскому времени в Охотском море в 150 милях южнее Магадана. В результате крушения 62 человека погибли, 7 пропали без вести. 63 рыбака были спасены. Они все получили разные степени переохлаждения организма. Большой автономный морозильный траулер «Дальний Восток» был построен в 1989 году на Черноморском, в городе Николаеве. Траулер за свою историю несколько раз менял владельцев и операторов. После спуска на воду в 1989 году судно под именем Стэнди было передано управлению Запрыба порт приписки город Рига, а в конце 90-х годов предприятие было приватизировано и вместе с траулером стало имуществом компании Baltic Main Fishing Company, Латвия. В 2014 году траулер был приобретен Южно-Сахалинск, Россия, и переименован в Дальний Восток. Новым портом приписки стал Невельск, остров Сахалин. Во время крушения экипаж судна составлял 132 человека. На борту находились 78 россиян и 54 иностранца. Траулер отправился в рейс 3 января из порта Владивосток. Судно вышло из порта без граждан других стран на борту. Президент Дальневосточной ассоциации морских капитанов Петр Осечанский заявил российскому телевидению, что когда траулер последний раз заходил в российский порт в январе этого года, он имел на борту менее 70 членов экипажа. Дополнительные члены экипажа, скорее всего, были взяты на борт в Пусане, Южная Корея, и работали нелегально. Кораблекрушение произошло в Охотском море. По предварительным данным, пропавшими без вести или погибшими считаются 4 украинца, 18 граждан Мьянмы, 1 латвиец, 1 молдаванин и 4 гражданина Вануату. Остальные погибшие или пропавшие без вести – россияне. В 5 часов 44 минуты утра на 16-м канале было получено сигнал бедствия от Дальнего Востока. Судно имеет большой крен, идет поступление воды в корпус. Экипаж готов к оставлению судна. В 6 часов 12 минут первым к месту крушения подошел траулер «Гранит». Его капитан Кашиков был назначен координатором операции по спасению. Судно лежало на левом борту и на плаву находилось еще несколько минут, затем затонуло. Подъему на борт людей мешала непогода. Ни одно из судов не смогло спустить шлюпку. Через полчаса их было 10-12 судов. В течение 2 часов к поиску подключились и другие суда. К 10 часам ровно поисковая группа составила около 25 судов. В поиске приняли также участие транспортный рефрижератор «Озерск» и танкер «Пелей». По итогам поиска обнаружено 119 человек, 63 живых и 56 погибших. Судовые документы, журналы, документы экипажа спасти не удалось. Люди были в 4 плотах, остальные были подняты с воды. Капитан Притоцкий был поднят с воды без гидрокостюма. Все 63 спасенных рыбака получили переохлаждение организма, поскольку на момент аварии температура воды была около 0 градусов. 10 пострадавших находились в бессознательном состоянии. В районе бедствия находились 25 рыболовецких судов, которые также вели осмотр водной поверхности. 7 апреля суда с телами 56 жертв кораблекрушения прибыли в Сахалинский порт Корсаков. В этот день на Сахалине и в Приморье объявлен траур по погибшим морякам с затонувшего траулера «Дальний Восток». 9 апреля МЧС по Магаданской области сообщили о завершении активной фазы поисков пропавших рыбаков траулера «Дальний Восток» с воздуха. Операцию по поиску моряков перевели в пассивную фазу. Наблюдение продолжали корабли, которые находились в зоне крушения траулера.
13 апреля активные поиски пропавших моряков завершены. Судовладелец отозвал с места крушения судна «Млечный путь». 19 августа компания «Фертоинг», которая отвечает за поиск судна, заявила о том, что Дальний Восток найден на глубине 250 метров в Охотском море. В результате крушения 62 человека погибли, 7 пропали без вести. 63 рыбака были спасены. Они все получили разные степени переохлаждения организма. Сахалинский следственный отдел на транспорте Дальневосточного следственного управления возбудило уголовное дело по нарушению правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть 2 и более лиц. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку выполнения законодательства о безопасности мореходства. Впоследствии уголовное дело передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление Российской Федерации. В связи с тем, что при выходе судна из порта Владивосток на его борту не было зарегистрировано иностранцев, следователи проверяют законность их нахождения на траулере. На всех иностранных моряков, находившихся на борту затонувшего в Охотском море траулера «Дальний Восток», наложен административный арест. Их задержали как не прошедшие границу. МИД решил вопрос об отправке их на родину. Представитель УФМС по Сахалинской области сообщил, что все иностранные члены экипажа затонувшего траулера были привлечены к ответственности за незаконную трудовую деятельность. В рамках уголовного дела по факту затопления в Охотском море рыболовецкого траулера «Дальний Восток» задержан заместитель генерального директора «Магеллан» Александр Кудрицкий. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Генеральный директор «Магеллан» Егор Гащенко привлечен в качестве обвиняемого. С учетом полученных сведений о нахождении его на территории Республики Корея он объявлен в розыск. В целях обеспечения гражданского иска и выплаты потерпевшим необходимых компенсаций судом наложен арест на счета и имущество компании судовладельца «Магеллан». Следственным комитетом задержан был первый заместитель генерального директора «Магеллан» Алексей Васин. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Под домашним арестом находился заместитель генерального директора «Магеллан» Александр Кудрицкий и капитан Анатолий Борисов, который выводил траулер в море, а затем передал управление Александру Притоцкому. Троим фигурантам дела предъявлены обвинения в нарушении правил эксплуатации морского транспорта, повлекшим гибель людей. 23 ноября 2016 года завершено расследование уголовного дела. Дело в 174 томах направлено в Генеральную прокуратуру России для утверждения обвинительного заключения. Окончательно обвинение предъявлено как сотрудникам «Магеллан», так и начальнику отдела Сахалинрыбвотрасрыболовства Харченко по статье «Халатность» и госинспектору Росрыболовства Никодименко по статьям получения взятки и злоупотребления должностными полномочиями. 20 ноября 2017 года Южно-Сахалинский горсуд, опираясь на доказательства, вынес приговор руководителям «Магеллан» и ответственным чиновникам, признав их виновными в крушении траулера «Дальний Восток». Им были назначены наказания от 5 лет 8 месяцев до 6,5 лет лишения свободы.